Приветствую всех своих подписчиков. Вот. Ну, как обещал, вот сегодня потестирую полумост, который в прошлом видео я показал. Я его так чуть-чуть потестировал, вроде все работало. Потестирую на разных обмотках, на разных напряжениях, ну, чтобы понять, что на что влияет. Вот. Что-то как-то пока я не разберусь, почему вот причина такая, что чтобы поднять, допустим, мощность на каких-то нагрузках, нужно уменьшать, наоборот, напряжение вот, раскачки. Это даже очень интересно. Ну вот, и посмотрю, как будут себя вести два транзистора вместо 4. Ну, примерно на тех же всех вещах, что я и тестировал мостовой такой же. Вот. Но этот собран у меня вообще на скорую руку. Я так собрал чисто лабораторно, чтобы на нем что-то потестировать. Если погорит, то не очень жалко будет, поскольку времени на это я затратил мало. Вот. А чтобы пришло какое-то понимание, это будет полезно. Ну, начнем. Ну, смотрите, вот 70 вольт, да, это полумост работает. Все то же самое, как и с мостовым я сделал. Те же 10 ампер вот можно вытянуть на плохом вот лужском индукторе. Вот. Температура уже там под 900 градусов. В принципе, греется хорошо. Транзисторы, сейчас покажу. Ну вот, у меня этот датчик стоит вот с этого температурного, вот внешний датчик, он у меня на радиаторы транзистора идет. Это верхнее показание. Но 33 градуса температура получается транзисторов. Вот, в принципе, не поднимается. Ну, поскольку там обдувается, то получается, ну, может быть, он там градусов 40-50 туда поближе к нему, если. Но я вот так контролирую просто транзистор, очень удобно вот с таким вот термометром. Вот один показывает в помещении, это in температуру, а это out, это вот этот внешний датчик. Вот, в помещении температура он уже 23 градуса поднялась. В принципе, транзисторы холодные, все работает так же, как и мостовой. Если правильно подобрать напряжение, вот получается, видно, да? Сейчас закрою. Ну вот, это сидит на, щупы сидят на индукторе. Вот, амплитуда где-то 150, нет, не 150. Так, если клетка 200 вольт, ну 300 вольт в амплитуде получается. Ну и все, транзисторы работают в нормальном режиме. Вот у меня уже греется, ну, достаточно долго. Температура не поднимается. Ну и, а здесь все греется очень замечательно. Сейчас покажу. Ну вон. Все, сейчас даже можно будет померить, что тут у меня получается по пирометру. Да. Ну тут как наведешь. Ну 1100, 1100. Сейчас. Вот. 1110 градусов. Вот внизу. В принципе, уже медь должна нормально плавиться. Так что полумост тоже все справляется нормально. И можно смело, если под плавку, под тигеля, все это дело отстраивать. Ну и по ходу нагрева этот прессованный тигель, там вероятнее всего, что у него вот этот прессованный графит при нагреве он расширяется, как-то плотнее становится. Ну и постепенно ток поднимается. Вот где-то на ампер поднялась повыше, тут амплитуда тоже растет. Но температура транзистора, вот верхнее показание, не растет нормально, он стоит, ну, в принципе, холодный. Так что я доволен таким результатом. Но вот здесь, конечно, надо пускать воду обязательно, потому что
при такой амплитуде трубка шипит, вот это как бы нагревается до 100 градусов. Либо сюда нужно очень хороший обдув делать, мощный вентилятор дуть. Но я все включаю без воды, чтобы здесь ничего не залить. У меня открытый. Тут стоит все открытое, поэтому во избежание каких-то замыканий. Вот. Но, в принципе, трансформаторы, но они нагреваются, ферриты нагреваются от этой трубки. Поэтому, ну, рука терпит, 60 градусов нет. Сами конденсаторы тоже градусов, наверное, так, если на ощупь, ну, 40-45 может быть. Вот эта вот медная шина, она, да, горячая. И, соответственно, вот где ножки, там они погорячей, но все в пределах режима. Поэтому, вон, вообще там разогрелась опять совсем до краста. Ну, сейчас вот этот вот кусочек был меди. У меня в прошлый раз я тестировал, 2 кусочка бросал. Ну, сейчас мой для чистоты эксперимента я туда его тоже закину. И посмотрим. Вот. Как бы мне его там положить аккуратненько, вот так, чтобы он было видно потом. Ну, сейчас прикрою, посмотрим. Ну, вон дымок пошел от этого кусочка. Ну, просто это я туда бросаю, чтобы понять, есть там 1100 градусов, нету, потому что пирометр может, ну, немножко врать там. Ну, вон, плавится медь на дне, вон видно, да, как она себя ведет. Все, потекла. Ну, он уже пузырится. Ну, все, выключаем. Так что все нормально. Можно использовать вот эти дешевые тигли. Амплитуда 300 вольт. 10 ампер. 33 градуса транзистора. Ну, я считаю, что нормальный результат. Ну, пока тестовая моя вот эта внешний блок. Все работает. Ну, вот оттуда аж дымок идет, потому что закипает медь. Ну, а сейчас я вот переключил. Вот на этой грелась на 8 витках. Сейчас я на 4 витка переключился. Ну, вот максимально можно всего тут 4,5 ампера дать. Соответственно, амплитуда упала до 200 вольт. Ну и плавненько будет остывать. Но это тоже все на резонансе. Вот максимальный резонанс, все. Ну да, 4,5 ампера. Вот. Ну, как-то так. Ну, у меня спрашивали там по весу. Я обычно сам ориентируюсь по объему больше. Ну, поскольку алюминий, там я больше алюминий плавлю. А по меди, вот этот тигель по паспорту на 2,5 килограмма по меди. Вот он. Ну, я так считаю, в нем, ну, 2 надо нормально плавить, потому что, ну, чтобы осталось место, чтобы не под горлышко было, а вот так. Ну, 2 килограмма меди в нем можно расплавить. Вот этот тигель как раз под 2,5 килограмма меди. Ну, а вот эти тигли, это тоже лужки прессованные, вот он поменьше, вот, он на килограмм меди, ну, по паспорту. Ну, до килограмма в нем реально расплавить, если медь. Вот я в основном вот такие объемы, если плавлю, мне больше не нужно. Вот, просто я 2,5 и даже 2 килограмма меди не пробовал, но у меня столько нет меди. Вот. Ну, в принципе, у латуни температура плавления меньше, чем у меди, так что реально 2,5 килограмма латуни расплавить, это реально. Вот он до сих пор там жидкий на дне стоит. Так что пирометр вроде не врет по температуре. Вот, 1178 градусов на дне.
1200. Ну, понятно, медь, вон она еще в жидком состоянии на дне, остывает медленно. Вот. Спрашивали, до какой температуры можно разогреть. Но по паспорту у тигелей 1400 максимальная температура. Как выше я не пробовал, мне больше не надо тоже. Поэтому, ну, наверное, если греть и греть, греть. Но судя по транзисторам, они работают долго, не нагреваются. Ну, можно греть и выше. Он просто начнет гореть. Уже сам тигель выгорать начнет быстро. Ну еще вот постоянно тут с напряжениями подкачки я пытаюсь разобраться, ну, чтобы согласовать нормально. Вот смотрите, сейчас вот покажу, пока тигель там еще теплый, не остыл. Вот я его, ну, в двух словах скажу. Значит, тут у меня 4, 8, 12 и 15 витков. По идее, вот здесь самое большое напряжение, если вот так поставить. Но суть такова, сейчас вот я потом включу, покажу вам, что на этом не может раскачать его. Вот на этом самая большая до 10 ампер может раскачать. Вот напряжение еще выше даешь, уже меньше может раскачать. А на этом еще меньше. Примерно как вот на этом разъеме, что на 135 вольт, что на 35 вольтах. Просто как-то это связано с реактивкой, которая вот назад идет. Чем больше подкачка, тем больше реактивка. Это все тормозит, и контур, ну, с моей точки зрения, получается, как бы захлебывается. Он не может раскачаться больше, потому что встречные токи большие туда-сюда. Ну и, соответственно, транзисторы начинают греться, когда вот большая реактивка идет. Ну вот такая закономерность, пока я еще не совсем понял, как это вот так вот попроще все решить. Вот. Но если, допустим, постоянно работаешь с одним и тем же тиглем, допустим, один раз отстроил его, подобрал под него нужное напряжение и больше не заморачиваешься. Там намотал обмотку, какую надо, вторичную поставил, и все отлично работает и может долго работать. Ну, смотрите, вот стоит на 4 витках 35 вольт. Включаю. Да? Включил, видно там. Ну и подвожу к резонансу. Вот, ну, максимум 4 ампера, все, больше никак не дать. Вот, 4 ампера максимум, а по амплитуде получается максимум 200 вольт. Все, вот, переходишь резонанс, доходишь до резонанса, все, не раскачивается контур. Смотрим дальше, вывожу, частоту убрал, перетыкаю на 8 витков, да, это уже 70 вольт. Смотрите, что происходит. Подвожу к резонансу, опа, и уже 10 ампер, реально можно получить 10 ампер. Что происходит здесь по амплитуде у меня? Вот поднимаю и до 300 вольт. Вот, и это перехожу в резонанс, и она начинает падать. Вот, до резонанса я работаю с верхней частот, ну, с высоких частот, не доходя до резонанса. Получается где-то 300 вольт и 10 ампер тут работает. Смотрим дальше. Смотрите, переключаю на обмотку 12 витков. Это уже 105 вольт. Поднимаю. Все, 5 ампер больше никак. Вот, но не поднимается. Почему? Вот причина, я не понимаю. Вот 5 ампер и все. Не поднять больше. Что происходит на этом? Вот тоже до 200 доходит и все. Вот, но не поднимается больше амплитуда резонанса. Хотя напряжение подкачки больше. Ну и соответственно на последнем вот показываю это 15 витков, это 135 вольт. Вообще очень большое напряжение подкачки. Поднимаю я. Все, больше 3 ампер не поднимается. А здесь получается, что вот больше 80 амплитуда тоже не поднимается. Видите, какая получается взаимосвязь между напряжением подкачки
которая идет вот на индуктор. Поэтому надо как-то согласовывать именно напряжение и то, что мы нагреваем. Под разные нагрузки, соответственно, свое напряжение. Но амплитуда вот такая же будет вот, при раскачке. Это то, что касаемо графитовых тигелей и тигелей, которые из нержавейки, у которых нет магнитной составляющей. Если железный тигель, там все чуть-чуть по-другому, вообще с железом все чуть-чуть по-другому, потому что пока у железа есть магнитная составляющая, туда нагрузка большая, и можно амплитуду нормально раскачать и там 10 ампер и на максимальным напряжением. Но когда переходит точку Кюри, и это после 800 градусов, там где-то примерно, и магнитная составляющая пропадает, и уже получается, что железный тигель работает так же, как вот графитовый, либо и нержавейка, то тоже все, напряжение на полной обмотке не поднять высоко, приходится переключать на пониженное напряжение, тогда можно амплитуду поднять выше, и он продолжает греться. Ну, вот такая взаимосвязь. Очень интересно. Хотелось бы разобрать и как-то это все автоматизировать, чтобы этот процесс, вот это вот согласование контура под нужное напряжение сам по себе происходил. Вывод такой, что получается, что нужно ограничивать как-то амплитуду резонанса, чтобы она больше там 300-350 вольт не поднималась, амплитуда при резонансе, но регулировать это именно напряжением раскачки. Вот это надо как-то согласовать. Ну, это подумаю еще. Ну, сейчас так быстренько посмотрю, какие токи вот на тигле из нержавейки. Ну, труба толстостенная из нержавейки. Вот, чтобы сделать какие-то выводы, тоже начну с минимального напряжения раскачки. Ну и постепенно буду увеличивать и смотреть. Ну, смотрю на 35 вольтах. Включаю. Частота максимальная. Ну, вывожу в резонанс. Так, что, ну вот. Получается где-то 7 ампер. 7 ампер. 35 вольт. Амплитуда меняется вот так. Вот к резонансу подвожу, вот перехожу через резонанс. Вот. Короче, те же 300 вольт амплитуда выдает. Ну, посмотрим, как греется и что будет происходить с транзисторами. Обычно на нержавейке, если на больших токах, то транзисторы начинают греться. Вот, я туда немножко воды налил, чтобы посмотреть, она начнет закипать постепенно. Ну и посмотрю, что будет. Ну, транзисторы пока холодные. Ну вот верхняя температура, это транзистор 26 градусов. Ну вот закипела вода, значит, ну греется. Постепенно греется. Так, и смотрим. Ну и на пол ампера ток упал по ходу нагрева. Там амплитуда, ну, чуть поменьше 300 вольт амплитуда резонанса. Это на конденсаторах. Так, ну сейчас аккуратненько, вода вроде выкипела, аккуратненько переключусь побольше напругу. Так, ну опять к резонансу пойдем. Так, смотрим сюда. 5 ампер. Да, больше 6 ампер дать не может. А на 35 вольтах может дать больше. Получается, что как-то реактивка начинает противодействовать. Ну а здесь, сейчас покажу, вот подвожу 200 вольт,
И все. И дальше вот срывается все. Начинает дребезжать. И все. И что при этих 6 амперах, сейчас по транзисторам посмотрю. Да нет, транзисторы тоже не греются. В принципе, все реально. Но на 35 вольтах получается, что греется как-то даже и получше. Сейчас обратно переключу на 35 вольт и посмотрю. Но это половина этого напряжения. Ну, может быть, надо подбирать как раз что-то между. Там какие-то промежуточные напряжения. Так, переткнул. 35 вольт напряжение раскачки. Ну, на ампер побольше получается. Вот. Тут все терпимо, терпимо. Вот. 300 вольт амплитуда. Короче, больше 300 вольт не стоит поднимать амплитуду резонанса, иначе начинают греться транзисторы. Но пока вот так. Верхняя шкала это вот нагрев это транзисторов, а 22 это сейчас в помещении. В принципе, холодные. По идее, ну да, холодный. Вот датчик стоит у меня, еще раз покажу. Сюда подпихнут, в принципе. Но это все касается, если индуктор не менять и внешний блок тоже ничего не менять. Вот только вот регулировкой напряжения. Сейчас попробую поставить на 12, это на 100 вольт, посмотрю, что будет. Ну а так все. Ну, транзисторы холодные совсем, но токи для транзисторов никакие. Переключил. Тут 100 вольт грубо, это 35, 70, 100, 130. Ну вот так где-то. Ну сейчас буду попробую подвести ну все. Видите, чем повышаю напряжение, а ток подняться больше не может. Амплитуду. Видите? Вот, все. Больше не может. 80 вольт. И все. Получается, меньшим током надо раскачивать вот такие вещи. Ну, сейчас еще глянем, что там внутри. Ну, так, на 6 амперах и стоит. Транзисторы холодные. Но 6 ампер это вообще не вариант. Сейчас посмотрю, что там у меня. Ну вот он начинает слегка только краснеть. Только начинает. Довольно долго он разогревается, но посмотрю еще, подожду чуть-чуть до какой температуры. Сейчас градусов 600, судя по цвету, 700 может быть. Ну так, смотрим. Ну вот разогрелся более-менее как бы разогрелся. Транзисторы нормально еще, ну в принципе для алюминия уже нормально. В принципе греется. Для алюминия пойдет. Именно в этом вот внешнем блоке какой есть такой индуктор, и вот все, что собрано у меня тут, все, что я показывал, в принципе, ну вот так вот это выглядит. Ну для чистоты эксперимента можно, конечно, что-нибудь алюминиевое туда кинуть. Ну смотрите, тегель из нержавейки на 7 амперах, транзисторы 34 градуса. Разогрелся вот до такой степени, но это уже вообще прилично. Тут уже будет плавиться и латунь. Сейчас прикину по пирометру, что у меня там. Так. Не знаю, видно, не видно там. Ну там тут как наведешь, короче, ну максимально проскакивает. Сейчас тут смотрим. Где-то 850 градусов. Но по цвету вроде больше. Пирометр бывает врет. Поэтому сейчас мы туда
подкинем такую алюминиевую штучку. Ну и посмотрим, что там с ней будет. Как она там пойдет у нас плавиться. Алюминий, он довольно энергоемкий. Ну, в смысле, он теплоотвод большой. И он не сразу начинает плавиться. Ему, чтобы прогреться, нужно время. Сейчас прикрою все это дело опять, чтобы там внутри не остывало. Так вот. Ну, сейчас посмотрим. Время пошло. А, ну вон. Пошло плавиться тоже. Видно, да? Все. Но это больше такой дюраль алюминий, поэтому, возможно, температура и больше, чем плавление, чем у алюминия. Ну все, расплавилось. Внизу такая большая капля. Ну, нормально. Так. Сейчас посмотрим, что там у нас. Ну, вот так он выглядит. Видно? Ну да, он катается там капля. Ну, вот так вот он раскалился. Что интересно, получается, смотрите, при вытаскивании тигля, вот вынимаю, амплитуда падает фактически почти до нуля. Вставляю, пошел греться. Тоже очень интересно получилось. Раньше у меня наоборот росло. Ну вот тут сложно, поскольку тут все переменные токи, тут трансформаторы. Тут трансформаторы. У всех есть индуктивность, какие-то паразитные резонансы еще по ходу дела появляются. Но вот как-то так. Транзисторы все терпят. Смотрим на амплитуду. Вынимаю тигель. Ну да. Вставляю тигель. Вынимаю тигель. От 80 вольт амплитуда вырастает до 300 с копейками. Ну, для алюминия нормально. Все, выключил. Ну, получается, что вот, допустим, если вот этот блок не менять, а его вот все время использовать один и тот же, вот один индуктор, сюда много разные можно вставить, вот этот весь набор как бы не менять, то нужно менять напряжение, чтобы вот согласовать то, что там нагревается. Вот из нержавейки тигля получается, что 35 вольт маловато на раскачку, а 70 уже многовато. Где-то нужно вольт 60, вот так. Ну, как-то это вот выводить кучу сюда выводов не очень хочется. Но если вот делать нормальный под себя, чтобы вот не заморачиваться, внешний блок, вот он один, к нему все время подключена вода, стоит один индуктор, и в нем все делаешь. Тогда да, тогда имеет смысл вот здесь переподключать, и можно даже подписать у разъемов, допустим, тигель такой-то, тигель нержавейка, тигель стальной, тигель такой. Ну вот, пока так. Ну что, кто дотерпел и досмотрел до конца, ну скажу какие-то свои выводы. Это значит, остались только те, кому на самом деле это интересно и хочет разобраться и понять, а не просто так тупо что-то повторить и сделать. Потому что одно дело сделать, а другое дело понять. Когда приходит понимание, тогда уже все гораздо проще и в изготовлении. Ну что я могу сказать? Что, допустим, для плавки, ну как лично я для себя делаю, у меня это под плавку все, под тигли. Вот. Тот внешний блок, который у меня есть, его нормально можно отстроить, подобрав нужное напряжение под нужный тигель. И все отлично работает, и это может работать там часами, не выключаясь, и все нормально работает, и проблем никаких нет. Даже иногда можно, если нужна какая-то одноразовая быстрая плавка, то можно воду даже и не подключать. Так вот. Ну, а если планируешь плавить целый день чего-то, и есть столько металла цветного, чтобы это все переплавить, то, конечно, нужно
подключать воду к внешнему блоку, чтобы через индуктор текла вода, тогда будет все вообще здорово. А вот та проблема, что с нагревом железа, вот она пока остается. Потому что железо меняет свои свойства. До точки Кюри и после точки Кюри они абсолютно разные. До точки Кюри это одно, вот одна нагрузка на индуктор. После точки Кюри это уже нагрузка на индуктор такая, как вот обычные графитовые тигли себя ведут. Поэтому тут, если для плавки, допустим, то тут скорость нагрева вообще особого значения не имеет. Можно и подождать. Все равно это быстрее, чем в муфельной печи. Вот. И получается, что можно тогда сразу поставить, допустим, пониже напряжение, на полобмотки, допустим. Ну, там можно подобрать, какое нужно именно напряжение на железный тигель после точки Кюри. Вот. И сразу изначально на этом напряжении греть. Тогда сначала он будет греться медленно, пока уйдет вот это вот до 800 градусов магнитная составляющая. А после этого он будет нормально работать, как обычный графитовый тигель. И с транзисторами все будет нормально. Вот. Если, допустим, нужно плавить алюминий, у него температура плавления до точки Кюри меньше, тогда можно смело поднимать напряжение, сразу дать большие токи, и быстро расплавить алюминий в нужном количестве. Вот. Ну, а вот те, кто занимается металлом, ну, какой-то закалкой, там, наваркой резцов, вот там вот это критично. Все отстроить, чтобы все нормально работало. Потому что там все равно у них переход через точку Кюри происходит. Поэтому либо, ну, по принципу так же, как у тигля, долго ждать, потом все нормально нагреется. Либо нормально быстро греть до точки Кюри, потом перетыкать напряжение на пониженное и также хорошо греть после точки Кюри. Пока решение, как это автоматизировать, я для себя не вижу. Вот. Возможно, как-то это вот трансформаторами, обмотками, но это надо помозговать. Не хочется очень сильно усложнять, тем более лично мне это не нужно. У меня и так все нормально работает, но именно для плавки, когда я использую. Вот. А с железом вот так, ну иногда можно и переткнуть, поскольку это я не постоянно этим занимаюсь при закалке, так что тут ничего страшного не происходит. Вот. Главное, чтобы вот электроника нормально работала и транзисторы не горели. Вот. Ну, вроде пока все. Дальше буду думать, решать. Может, что-то с обмотками подумаю еще самого вот моего внешнего блока. Может, там как-то с обмотками. Потому что я думаю, что у меня сейчас он собран на тысячных кольцах. Допустим, тысячные кольца по проницаемости и по 11 витков на трансформаторе. Если, допустим, намотать на 2000-х кольцах, вот, то при тех же витках, при 11 витках, индуктивность будет в 2 раза выше. Как это повлияет на вот согласование вот этого трансформатора, который внутри стоит, и с трансформаторами внешнего блока, ну, сложно сказать, это тоже надо как-то на практике смотреть и проверять. Ну, пока у меня столько времени нету этим позаниматься, вот, но и особо так вроде понимание потихонечку приходит, печки работают нормально, все плавят, справляются, вот с железом, вот такой маленький нюансик, который хочется решить, потому что, ну, я не люблю, когда какая-то недоделочка есть. Вот, я люблю, когда все работает четко. Ну так, в этом видео все. В следующем видео я попробую на этом же вот инверторе пока тестировать свою батарею, то, что я показывал, вот паракапельную, вот это, или по принципу термосифона, которую я своял уже на улице под минус, так что можно будет попробовать и посмотреть. Ну ладно, на сегодня все, наверное, опять затянулся, опять будут все говорить, что длинно, можно покороче, но у меня не инструкции, а как бы я хочу, чтобы пришло понимание, и может кто-то что-то еще подскажет, и я тут проверю вот на своих, можно сказать, лабораторных печечках, вот куда, и может что-то в результате получится. Ладно, всем пока, удачи, не болейте. Ну и, как всегда, будьте по жизни позитивны. Все, пока.